Здравствуйте, дорогие друзья! Читать ваши комментарии под прошлым видео было как получить посылку с теплом. Очень приятно и неожиданно. Сегодня я для вас сварганил экспериментальную историю. Надеюсь, вы уже в наушниках. Приятного прослушивания и спасибо за подписки. В общем, слушай, как было. Первая пропала курица. Ну, курица и курица, прикинь. И что теперь, из-за этого судиться? Именно так я подумал тогда. Сидел себе на лавочке у участка, курил. Смотрю, бабка Зинаида руками машет. Орет что-то про окаянного, который у нее 3 несушек украл прямо из запертого сарая. Я ее жалобы даже записывать не стал. Списал все на лесу или еще на какую мелкую живность. Через 3 дня у Петровича коза пропала. Ну, коза это уже посерьезнее. Я тогда помню, что своему напарнику сказал: Серега, это волки или собаки бродячие. Тут глушь, сам посмотри. Лес с стеной стоит. А он молчит и смотрит в сторону леса. Я тогда еще подумал: ну и хрен с тобой, деревенщина. Думаешь, фигня какая-то, да? Ну ты дослушай, а потом суди. В общем, тогда я сидел и злился. И злой я был на весь этот гребаный мир. Все ждал, когда месяц закончится. Я всех жителей деревни пересчитал в первый же день. 243 человека, 5 улиц, 2 магазина, 1 клуб. От безделья. Думал, месяц пролетит, но... Короче, слушай, я тебе сначала расскажу, как я здесь оказался. А то ты, может, думаешь, что я псих какой, который от скуки бесится. Хотя, наверное, так и есть. Служил в полиции, и не где-нибудь там, а в Москве, в столице, где бабки водятся. Бабок я так и не нашел, но история о другом. Мы тогда помогали товарищам, гаишникам. Останавливали подозрительные машины. Наряд такой у нас был, назывался «Усиление». Зачем и для чего, не спрашивай, сам не знаю. Так вот, останавливаю машину. Обычный случай, решил объехать пробку по обочине. А там за рулем мужик. На заднем сиденье девочка, лет 6, вся в слезах, сопли по лицу, в грязной футболке с изображением единорога. У моей племянницы такая же была. Я поэтому и запомнил. И главное, молчит. Не кричит, не просит о помощи, просто смотрит. Девочку позже вернули матери. Оказалось, что девочка была похищена. Я потом узнал, что он ее 7 дней держал в подвале. Ты прикинь, 7 гребаных дней ребенок был в темноте. И вот смотрю я на эту мразь, а он мне улыбается. Улыбается, сука. И говорит: вы меня не тронете, начальник. У меня адвокат хороший и большие бабки. И я не выдержал. Я его отдубасил. Не просто, а так от души прям. За себя, за девочку и за справедливость. Да чтобы его сокамерники любили всю ночь. По итогу сломал ему челюсть, 3 ребра и руку в 2 местах. А меня сняла камера участка, и вместо того, чтобы сказать «молодец», герой, его адвокат настаивал, чтобы меня отдали под трибунал за превышение полномочий, твою мать. С помощью начальства еле отмазался. Полковник помог, сказал: сиди месяц в верхних ключах, Димон. Не высовывайся, пока все не забудется. Табельное оружие изъяли, конечно, велели посидеть тихо, и без ствола будет даже лучше. Вот я и сидел, злой на всю эту несправедливость. На систему, на того урода, на себя и даже на местных. Я думал, отсижу и свалю обратно. А деревенские поначалу реально шли со своей фигней. То забор у соседа не так установлен, то самогонку гонят без лицензии, то курица пропала. Курица, блядь, прикинь? Ты понимаешь? Курица! Но пропажи продолжались. А через неделю после козы нашли корову. Вернее, то, что от нее осталось. Я приехал к старому логу, там было пастбище. И вот, смотрю, лежит туша. Шкура срезана по кругу, ровно, как с скальпелем. Не ободрана, не порвана клыками, а именно срезана. И внутри пусто. Вообще. Все органы удалены через одно маленькое отверстие в брюхе, с кулак размером. Как это возможно? И я не понял тогда. Я вообще таких ран не видел никогда, даже на трупах после криминальных разборок. Меня тогда
впервые затошнило. Не от вида. Я мент, я насмотрелся. А от того, какой запах был от этой коровы. Даже муравьев на ней не было. Я стоял над этой коровой, а местный дедуля, Макарыч, подошел сзади. Я даже не слышал шагов. Тишина там стояла такая, что уши закладывала. Подходит и говорит: «Не ходи, старый лог, сынок. Не наше это место, и никогда нашим не было». Я испугался, но виду не подал. «Дед, иди проспись, самогон твой меня не интересует, гоняй себе на здоровье. А это место преступления, ты улики мне затаптываешь, понял? Иди своими делами займись». Он посмотрел на меня, как баран на новые ворота. Сплюнул и ушел. Нет, ты понял, да? Какой-то дед мне говорит: не ходи. Он буквально меня предупреждает об опасности, а я его посылаю, потому что я же городской. Я же умный, у меня образование юридическое. Я умный, а все остальные тупые. От самого себя мерзко. Ладно, было и было. Так, где мои сигареты? В общем, вечером того же дня я заметил первую странность. Не страшную, а именно странную. Деревня вымерла ровно в 8. Никого на улицах, даже собаки не лают. Я вышел покурить, тишина такая, что слышно, как собственное сердце стучит. Прошелся, значит, до магазина. Закрыто, хотя по вывеске до 9 должны работать. Дошел до деревенского клуба и заглянул в окно, а там темнота. И главное, ветра нет. Фонари горят, но свет вязкий, не разливается, а висит желтыми пятнами прямо под столбами. Табачный дым от моей сигареты поднимался вверх и застывал слоем на уровне лица. Воняло почему-то мокрой землей, как после дождя. Хотя дождя не было неделю. Я вернулся в участок. Серега сидит за столом и чистит ружье. Молча. Я ему говорю: «Слушай, а чё так тихо? Где все?» А он поднимает глаза и говорит: «Спать легли. Ты бы тоже лег, Димон. Нечего тут сидеть». И снова молчит. А я заметил, что у него руки трясутся, как у новорожденного теленка. Спросил: «Ты чё пьяный?» А он головой мотнул, встал и ушел в дежурку. Я тогда не придал значения. Подумаешь, трясутся руки, пахнул по-любому и делиться не хочет. Вон дед с самогоном угостил, да и все. Но эта мертвая тишина для меня была хуже криков. В городе хоть сирены, движуха, а тут тишина, как в склепе. 3 дня я просто ждал, а на 4-й день пришла женщина. Фамилию не помню, да и не важно. В общем, жалуется она на следующее: «У меня корова пропала. Вчера была, сегодня нет. Сходите в старый лог, там все они». «Кто они?» – спрашиваю. А она молчит и смотрит на меня так, как Серега смотрел в первый день, в сторону леса, за окном кабинета. Я психанул, наорал на нее и сказал: «Заявление напишите, гражданка, и идите домой, разберемся». А она молча повернулась, захлопнула за собой дверь и ушла. Я думал, все, отвалила. Но в заявлении она написала адрес пастбища, того самого, что было у кромки леса. Ну, я решил поехать, глянуть. Все лучше, чем эта скука. Сел в старый бобик, хлопнул ржавой дверью, завел его раза так с 3-го и поехал. Тушу я нашел сразу. Запах почуял метров за 100. Сладкий. Приторный, как от гниющего мяса, но без самого мяса. Будто кто-то вывалил внутренности и разлил бульон по траве. Пропажу я нашел через час поисков. Корова лежала на боку, шкура также срезана по кругу, ровно. Внутри пусто, но на этот раз я заметил еще кое-что. Вокруг туши земля была продавлена, не следами, нет-нет. Никаких копыт или ботинок, а именно продавлена. Будто на четвереньках стоял человек, большой и очень тяжелый. Вот следы босых ног, а через метр следы рук. Я присел, присмотрелся. Отметины пальцев или когтей неестественно длинные, глубоко ушедшие в землю. Я приложил ладонь. Моя рука поместилась бы в одном таком отпечатке раза 3. И ты после этого скажешь, что я псих, но нет, я нормальный. Просто тут такое началось, что у любого бы поехала крыша. Я бы хотел посмотреть на тебя на моем месте. Стоишь один в поле, над коровой, у которой нет внутренних органов, а вокруг следы,
Эти чертовы следы. И тишина. Даже кузнечики заткнулись. Я оглянулся и понял, что лес стал ближе, будто деревья пододвинулись. Кромка леса, которая была метрах в 50, теперь стояла метрах в 10. Я четко помнил, где оставил УАЗик. Он был сзади, метрах в 20, а теперь стоит рядом. С чем это связано? Я так и не понял. Решил, что устал, и вернулся в участок. Взял телефон, чтобы дозвониться до начальства и объяснить ситуацию, дабы попросить разрешения на оружие. Но сотовый показал, нет сети, да еще и батарея 3%. Вот же срань. Я вышел на улицу. Одна палка на 3, но звонок не прошел. Я стоял на крыльце, тер глаза до искр, пытался собраться с мыслями. А потом решил. Это секта, ну или психопат. Или медведь, мутант. Да, точно медведь. В тайге всякие водятся. Может, шатун проснулся не вовремя, но что бы это ни было, мне точно нужен ствол. В сейфе у Сереги лежал старый ПМ, не зарегистрированный, еще с 90-х. Я взял его, проверил патроны, надел форму. Серега сидел в дежурке и смотрел на стену. Я ему говорю: Серега, собирайся, поедем в лес. Надо посмотреть, что там за херня скотину режет. Вдвоем надежнее. Он поднял глаза, и я увидел, что у него лицо не просто уставшее. Это лицо человека, который уже все знает и находится в ужасе. Серега, тебе есть что мне сказать? А он говорит: я своих там потерял. Диму, жену и дочь. Не поеду. Я сначала не понял, думал, пьяный бред. Я ему: ты что несешь? Какая жена? У тебя же в личном деле написано, что ты разведен. Возьми свое хозяйство в кулак и поехали на место преступления. А он усмехнулся криво так, через силу. В личном деле? А ты думаешь, я им рассказывал? Они же не местные были. Я их из города привез 10 лет назад. Думал, здесь тихо, здесь воздух, здесь лес, а этот лес их забрал. Он замолчал, потер лицо ладонями. Я видел, ему тяжело говорить. Слова произносит сквозь зубы. Они ушли в старый лог, за грибами. Просто за грибами, понимаешь? Я ждал до вечера, потом пошел искать. Нашел только дочку. Она стояла на поляне, на четвереньках. Я позвал ее. Она не обернулась. Просто смотрела в землю. А когда я подошел ближе, она подняла голову, и у нее уже не было лица. Только рот. Круглый, с зубами. И я побежал. Я бросил ее, Дима. Бросил свою дочь и побежал. Кто я после такого? Он расстегнул ворот рубахи и показал на шее шрам. Круглый, маленький, как от трубочки. Идеально ровный, затянувшийся, но глубокий. Дочка догнала меня у кромки леса. Из ее рта что-то вылезло и укусила меня в шею. Я упал, думал, все. А она развернулась и ушла обратно в лес. Не убила, почему, не знаю до сих пор. Может, наелась уже. Может, я ей не понравился, а жену я так и не нашел. А дочка? Я не смог заставить себя вернуться и найти ее. Или найти жену, чтобы похоронить по-человечески. Я просто сказал всем, что они уехали обратно в город. Бросили меня. И мне поверили. А через месяц мэр вызвал меня в участок и предложил стать напарником приезжего участкового. Я согласился, потому что одному в этом доме нельзя. Ты не спишь, не ешь, не живешь, ты просто ждешь, когда она придет снова. Я чувствую, что моя дочка придет за мной. Я стоял и молчал. В голове крутилось: псих, точно псих. Самогон сожрал остатки мозга, и его трусость меня злила. Я сказал ему: ты трус, Серега. Надо было спасать дочь, а не бежать, и жену искать, а не врать всей деревне. Ты их бросил, а теперь сидишь тут и сказки рассказываешь. Я забил на него и решил выдвигаться сам. Ну ты шаришь, да? Я реально так ему и сказал. А теперь сижу тут, записываю этот на диктофон и думаю, кто из нас псих? Он со своим шрамом и мертвой семьей? Или я, который попёрся ночью в лес? Один. С чужим пистолетом против того, чего не бывает. А сейчас записываю это все в микрофон, как будто с кем-то общаюсь, а? Хотя, возможно, именно общение мне сейчас и нужно. Мне нужен тот, кто выслушает. В общем, до старого лога было около 8 километров по грунтовке. Потом пешком чуть меньше километра. Я ехал вечером, когда смеркалось. Сейчас, когда я это записываю, я не помню половину пути. Помню только, что лес встретил меня тишиной. Абсолютной, как в вакууме.
Я доехал, заглушил мотор, вышел и сразу понял, что что-то тут не так. Фонарик работал, но свет, будто вязкий, не прошибал темноту. Ты светишь вперед, а луч упирается во что-то черное и гаснет. Не рассеивается, а именно гаснет, как в масло уходит. Телефон сел окончательно, зарядить забыл из-за нервов. Почуял запах. Сначала прелые листья, нормальный лесной запах, потом железо, будто я губу разбил и кровь глотаю, а потом сладкий, противный, как от той коровы. Я шел и думал, надо найти поляну, ту самую, с продавленной землей. Я шел час или два, точно не скажу, так как часы на руке остановились. Ты знаешь, это чувство, когда перестаешь понимать, сколько прошло времени. Вот это у меня и было. Ноги тряслись, как у новорожденного теленка. В спине засел холод. То ли от мороза, то ли от страха. Я все же человек, и мне тоже бывает страшно. Я уговорил себя, что это зверь. Обычный, хитрый. Может быть рысь, может медведь. И тут я слышу хруст. И я замер. Фонарик выключился. Темнота. Да такая, которую можно чуть ли не руками трогать. Плотная, влажная, с запахом железа. И в этой темноте что-то двигалось. Я ударил фонарик пару раз, и он нехотя включился. Я увидел какой-то силуэт, примерно в 3 метрах от себя. Сначала я подумал, человек стоит на четвереньках, спиной ко мне, но человек так не согнется. Рост примерно 2 метра в холке, локти и колени согнуты, спина выгнута дугой, как у паука. Тело неестественно худое, ребра видны через кожу, кожа цвета влажной земли, ни шерсти, ни перьев, ни чешуи. Голова, голая плоть, почти как у человека, но конечности слишком длинные. Оно повернулось. Голова была маленькая, втянутая в плечи. Ни лица, ни глаз, ни носа, только рот. Круглый, как если бы кто-то сжал губы в трубочку и растянул. И оно меня не видело, но я понял, что оно знает, что я рядом. Я начал медленно отступать назад и споткнулся о какой-то корень, дерево. А эта тварь издала жуткий визг. Я обосрался в первый раз в жизни. Достав пистолет, я выстрелил. Должен был попасть. Но пуля ушла в сторону, будто пространство исказилось. Или моя рука дрогнула. Я выстрелил еще раз. Оно не двинулось с места, просто стояло, повернув голову в мою сторону, а потом перетекло. И я не знаю, как еще это описать. Оно не побежало, не прыгнуло. Оно именно перетекло, как жидкость, как тень, как вода по наклонной плоскости. Послышался хлюпающий звук, и оно уже в метре от меня. Придя в себя, я побежал. Я бежал не туда, откуда пришел. Я бежал, куда глаза глядят. Ветки хлестали по лицу, и я падал, вставал, опять падал. Ноготь на правой руке сломался об дерево. Я заметил это позже. Сзади тишина, но я знал, оно сзади. Еще не слышно, но я ее чувствовал, как и давление на барабанные перепонки. Во время бега я почувствовал прикосновение к затылку, холодное, твердое, как стеклянная трубочка. Что-то острое кольнуло меня, а потом тепло, разливающееся по шее, по позвоночнику, как будто кто-то влил мне под кожу расплавленный воск. И я закричал, но звука не было. Последнее, что я помню, круглая чернота перед глазами. После я потерял сознание. Очнулся я у УАЗика. За рулем. Утро. Солнце бьет в лобовое стекло, аж глаза режет. Форма сухая. Грязь высохла и сыпалась на сиденье серой пылью. Фонарик на месте, в кармане. Пистолет в кобуре. Я сидел и тупо смотрел на руль. На свои руки, на лес за окном. Часы на руке снова шли. Я приехал в участок, поставил телефон на зарядку. Серега сидел на том же месте, где я его оставил. Чистил ружье, и когда я вошел, он даже не поднял головы, просто спросил: «Ты был там?» Я сказал «да». И все, больше ни слова. Я сел за стол, достал бланк и написал рапорт в Москву. При проверке лесного массива в районе деревни Верхние Ключи обнаружены следы жизнедеятельности неустановленного животного. Рекомендовано усилить патрулирование в ночное время. Я врал и знал, что вру. Каждое слово было липой, но мне нужно было забыть.
понимаешь? Забыть. Как страшный сон. Последнюю ночь перед отъездом я вообще не спал. Месяц наказания проходил очень долго. Я сидел, собирал вещи. Сумка, документы, ключи от УАЗика. Я должен был уехать утром. Навсегда. Я ждал этого месяца, этого часа. Я мечтал забыть эту деревню. Серегу, ту тварь и вообще все, что тут было. Утром я завел машину. Когда выезжал с участка, Серега стоял на крыльце. Он не махал рукой, не говорил прощай. Просто стоял и смотрел. Я видел его в зеркало заднего вида. Маленькая фигурка в серой телогрейке. Руки в карманах. Он знал, что я уезжаю не просто так. Он знал, что я везу с собой, но ничего не сказал. Я не остановился, не вышел пожать ему руку. Я просто дал по газам, и только когда деревня скрылась, за поворотом я понял, что не попрощался, и что уже никогда не попрощаюсь. Ни с ним, ни с собой прежним. Сейчас я уже в Москве, в съемной однушке, и записываю на диктофон все, что помню. С того момента, как я проснулся в УАЗике, прошло уже 2 месяца. Я уже восстановился обратно на службу, но начальник велел мне отдохнуть, так как выглядел я плохо. Последнее время я просыпаюсь в 3 часа ночи и всегда голодный. Порой я замечаю, что стою на четвереньках ночью в углу комнаты. Я не помню, как я вставал и как туда попал, или что делал перед этим. А сегодня я попробовал сырое мясо, и оно мне понравилось. Друзья, спасибо, что дослушали. Пожалуйста, поделитесь своим мнением, так как этот рассказ экспериментальный, и мне бы хотелось знать, какой формат из предыдущих роликов вам нравится больше. Спасибо за то, что нашли время. Увидимся в следующую пятницу, и всем кошмаров.